Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика Тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 11 февраля, воскресенье, и вы знаете, сегодня достаточно удачный день. Плюс у нас с вами начало, вот именно только самое начало растущей Луны, правда, в знаке зодиака Рыбы, но именно этот знак зодиака направляет нас сделать очень одну простую, но в то же время действенную практику. Обязательно сегодня помойте руки и скажите следующие слова, с помощью которых придут в вашу жизнь деньги. Эту практику вы можете сегодня делать несколько раз. Все зависит от того, насколько для вас, у вас финансовая ситуация сложна или наоборот, насколько это вам нужно. Ну, давайте разбираться, друзья, что же сегодня у нас за день, 11 февраля, на какие моменты, события нам стоит с вами обязательно обратить внимание. Итак, обращаем ваше внимание, что у нас еще вчера, 10 февраля, было новолуние, был китайский Новый год и был день именин домового. Кто-то не верит в его, кто-то верит, но то, что есть эта сила, это другая энергия, это точно. Поэтому, конечно же, для каждого домового это будет что-то свое, поэтому мы читаем ваши комментарии, мы это все видим, но вы должны понимать и то, что сколько людей, столько и мнений. Если вы дошли и высказываете в комментариях, что это неправда, например, или наоборот, это ваше право, девочки и мальчики, потому что каждый имеет свой опыт, знания, а также кармические задачи. Итак, сегодня у нас с вами начало растущей Луны в знаке зодиака Рыбы, третьи, друзья, лунные сутки. И сегодняшний день обещает быть нам насыщенным эмоциями. Очень важно сегодня уделять внимание нашей интуиции. Дело в том, что сегодня очень важно, чтобы мы подключились к своему внутреннему миру и воспользовались той энергией, которая уже идет из космоса, чтобы принимать важные решения. И что немаловажно, очень важно, чтобы вы действовали сегодня с мудростью. Иногда это очень сложно сделать, особенно по молодости. Многие сами вспоминают себя, и вы пишете нам в чате, закрытом, в комментариях. Да, молодость такая штука, что максимализм прямо берет свое, но все же давайте мы с вами не будем никуда не спешить, проявлять мудрость и терпение. Что же ожидать от этого знака, друзья, в этот день? Итак, у нас с вами Луна в знаке зодиака Рыбы, это знак, который связан с интуицией и эмпатией, поэтому сегодня многие люди будут ощущать более глубокое понимание своих чувств и понимать свою интуицию. Это время, когда стоит обязательно прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своим интуитивным ощущениям. Кроме того, рыбы также способствуют развитию творческих способностей и воображению. Это благоприятное время для того, чтобы генерировать новые идеи, искать вдохновение и выражение себя через различные, возможно, виды искусства или какие-то творческие проекты. Девочки и мальчики, это у каждого будут сегодня по-своему, но главное, чтобы вы услышали себя и были открыты этому миру. Не людям, а именно миру. Это две, друзья, большие разницы, потому что каждый из нас это единица, это творец, это архитектор, потому что мы все, каждый из вас частичка Бога. Это нужно понимать и осознавать. Но, кроме того, сегодня под влиянием знака зодиака Рыбы у людей могут возникать такое чувство сострадания к другим людям. Поэтому вы сегодня можете проявлять более глубокое понимание и поддержку к тем, кто нуждается в вашей помощи. Поэтому, если вы это чувствуете и вы хотите кому-то подойти, помочь, не обязательно деньгами, вы должны это понимать, то, пожалуйста, это делайте. Помните о том, что вы делаете это от чистого сердца, а когда вы делаете от чистого сердца, с любовью, с радостью, то и мир постепенно меняется по отношению к вам. Даже очень часто бывает так, что люди очень были злые, завистливые, и в какой-то момент как будто что-то щелкнуло у них в голове, они поняли, что они жили не так, они начинают меняться. И вы знаете, их окружение, и также их мысли, все это вместе
начинает изменять их мир, и люди меняются. Недаром говорят, что о том, что иногда человек поменялся. Да, это неспроста, но это человеку нужно пройти внутренне. Это очень сложный такой вот процесс для многих людей, потому что человек меняет себя, свои взгляды, свои принципы, меняет, и это очень важно. Поэтому если в вашем окружении есть люди, которые вот начали меняться или меняются, наоборот, благодарите высшие силы Бога, что произошло вот такое вот озарение и понимание этого мира. Также обращаем ваше внимание, что люди, находясь под влиянием знака зодиака Рыбы, будут сегодня более склонны к сентиментальности. Это может приводить к тому, что не будет понимания четкости в мыслях и в принятии каких-либо рациональных решений. Поэтому важно быть осторожными и не позволять эмоциями брать вверх. Также обращаем ваше внимание, у некоторых эмоциональное состояние может быть более уязвимым, потому что сегодня люди могут быть более впечатлительными и подверженными влиянию окружающего мира. Поэтому сегодня очень важно сохранять эмоциональную стабильность и избегать ситуаций, которые могут вызвать у вас стресс или тревогу. Кроме того, влияние знака зодиака Рыб в этот день может привести к тенденции избегать реальности и погружаться в каких-то мир фантазий или иллюзий. Это может мешать вашей способности к достижению конкретных целей и выполнению обязанностей. Поэтому сегодня ваша задача оставаться заземленными и не утрачивать связь с реальным миром. Что же касательно здоровья, друзья, то вы должны понимать и то, что начало растущей Луны в сочетании с энергией знака зодиака Рыбы призывает нас обращаться к нашим внутренним ощущениям и к нашей интуиции, чтобы понять нашему телу и нашей душе, что нам нужно для того, чтобы поддерживать здоровье. И здесь очень это важно понимать и осознавать. Поэтому Рыба — это знак, который связан, как вы знаете, с эмоциональной чувствительностью. Этот день стоит уделять время для того, чтобы понять и выразить свои эмоции. Медитация, йога или просто спокойные прогулки на свежем воздухе могут помочь вам уравновесить эмоции и снять стресс. Кроме того, начало растущей Луны, хоть она и в знаке зодиака Рыбы, но также благоприятствует активному обновлению клеток. Поэтому это хорошее время для поддержания правильного питания, и старайтесь как можно больше сейчас принимать воды. Это очень важно. Также не забывайте о важности употребления достаточного количества свежих продуктов питания. Кроме того, увлажняйте сейчас свой организм, достаточное количество воды должно быть. Не забывайте о фруктах, о овощах и не забывайте, конечно же, о зелени. Зелень сейчас наша с вами. Все, помните об этом. Кроме того, энергия Рыб сегодня поддерживает творческие и духовные практики, которые помогут укрепить ваше здоровье. Поэтому сегодня в этот день очень важно, чтобы вы занимались своими любимыми хобби. Занимайтесь рисованием, пением, танцами или, например, чтением каких-то книг, которые вас могут вдохновить или мотивировать на что-то, потому что это, во-первых, поможет снять напряжение и укрепить даже ваше внутреннее состояние. Также не забывайте в этот день заботиться о качественном сне. Убедитесь, что вы спите достаточно и создаете уютную атмосферу в своей спальне или в комнате, где вы отдыхаете. Кроме того, избегайте сегодня излишнего употребления кофеина и сегодня поменьше сидите перед экраном телевизора для того, чтобы в вечернее время обеспечить себе уже спокойный и расслабляющий сон. Что же касательно, друзья, денег, то и здесь есть свои нюансы. Итак, сегодня очень важно, чтобы вы доверяли своей интуиции и касательно финансовых вопросов, потому что еще раз делаем вам акцент на том, что рыбы – это тот знак, который связан с интуицией и связан с внутренним миром. Перед принятием сегодня важных финансовых решений уделите время для того, чтобы сначала выслушать свои внутренние ощущения и ваши интуитивные предчувствия.
предчувствия. Если вы вот замечаете за собой, что вы этого не хотите, или вас что-то напрягает, настораживает, сделайте паузу, не бойтесь этого делать. Далее, друзья, сегодня очень важно, чтобы вы были внимательны к деталям, особенно всего того, что касается денег, потому что когда люди погружаются в мир своих каких-то фантазий, мечтаний, люди перестают быть осмотрительными и, возможно, даже могут упустить из виду важные финансовые аспекты. Кроме того, энергия рыб сегодня поддерживает наше творческое мышление. Поэтому рассмотрите возможность использования своих творческих способностей для того, чтобы улучшить ваше финансовое положение. Может быть, это время, например, для поиска новых идей или, возможно, подумать какую-то идею для дополнительного заработка. Помните о том, как только вы начинаете уделять этому внимание, сразу в вашей жизни открываются возможности. Также подумайте сегодня о том, как вы можете поделиться своими ресурсами с теми, кто действительно нуждается в помощи. Помимо того, что это благое дело, щедрость может привлечь положительную энергию и обогатить вашу жизнь в целом. Кроме того, сегодня очень важно помнить о балансе и рациональности в деньгах. Поэтому, пожалуйста, в этот день, 11 февраля, все-таки избегайте рискованных операций или решений, которые основаны исключительно на эмоциях или на каких-то убеждениях, которые, возможно, вам не нужны. Итак, друзья, теперь давайте подойдем к карте Таро на 11 февраля. И сегодня карта Таро выпала восьмерка кубков. И именно восьмерка кубков на этот день, 11 февраля, говорит нам о важности обращения к своему внутреннему миру и к эмоциональному состоянию. Это время, когда стоит уделить внимание своим чувствам, желаниям, потребностям. Карта нам говорит и о том, что истинное благополучие и радость можно найти внутри как каждого себя, так и за пределами. Также сегодня очень важно слушать свои эмоции. Восьмерка кубков призывает нас обращаться к нашим эмоциям и к внутренним потребностям. В этот день будьте внимательны к своим чувствам и не подавляйте их. Позволяйте себе чувствовать и выражать свои эмоции. Это поможет вам лучше понять себя. Также этот день благоприятен для практики самовнимания и внутреннего наблюдения. Уделите время сегодня для медитации, йоги или просто для того, чтобы сесть в тишине и послушать свой внутренний голос. Это поможет вам получить ясность и понимание ваших внутренних потребностей. Кроме того, восьмерка кубков напоминает нам о важности бережного обращения с нашими эмоциональными ресурсами. Избегайте ситуаций или отношений, которые могут вызвать стресс у вас или какие-то негативные эмоции. Сосредоточьтесь только сегодня на том, что приносит вам радость и удовлетворение. Кроме того, очень важно, чтобы в этот день вы доверились своим внутренним ощущениям и интуитивным предчувствиям. Они могут привести вас к правильным решениям и к направлению тому, что вам нужно делать и так далее. Теперь давайте, друзья, уделим внимание Архангелу Михаилу и какие советы он дает нам на этот день. Итак, Архангел Михаил 11 февраля призывает нас проявить силу и мужество во всех аспектах нашей жизни. Поэтому не бойтесь стоять за себя и свои убеждения, даже если требуют от вас смелости и решимости. Также попросите Архангела Михаила в этот день об защите от любых негативных воздействий или опасностей, которые могут возникнуть на вашем пути. Он всегда готов прийти на помощь тем, кто обращается к нему с искренней просьбой. Также Архангел Михаил является, как вы знаете, покровителем мудрости и ясновидения. Поэтому обратите внимание сегодня на свою интуицию и внутреннее видение. Доверьте своим внутренним ощущениям, потому что они вам могут указать правильное направление. И не позволяйте себе бояться трудностей или каких-то препятствий, потому что поддержка Архангела Михаила поможет вам преодолеть любые препятствия на вашем
вашем пути, и очень важно, что вы всегда двигались вперед с уверенностью и решимостью, а высшие силы обязательно вам помогут в этом. Помните, пожалуйста, об этом. Ну и, друзья, как мы в начале видео сказали, мы хотим с вами поделиться одной уникальной практикой. Эту практику лучше всего делать именно 11 февраля. Она поможет вам. Итак, как эту практику мы с вами делаем? В любое время сегодня, когда вы моете руки с мылом или с гелем, то вот начинаете пениться ваше мыло, говорите, как пена на руках пенится, так и деньги к рукам клеются. И вот хотя бы один раз произнесли, помыли, потом еще. Таким образом, благодаря такой вот практике, вы сможете привлечь деньги в свою жизнь. Конечно, это не будут миллионы, миллиарды, но та сумма, которая вам сегодня вот действительно нужна, в самое ближайшее время появится в вашей жизни. Поэтому проводите эти практики, это обязательно вам поможет. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, в комментариях напишите: воскресенье, 11 февраля, мой самый чудесный и волшебный день. Истинно, да будет так. Давайте запрограммируем наш день на только самые лучшие блага в нашей жизни. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, поддержать наш канал, друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Благодарность вы можете выразить по ссылке в любой валюте, в любой сумме. Нам будет очень-очень приятно. А кто нас поддерживает, отправляет, мы вас очень благодарим. И, знаете, вы такой вот для нас мотивация и вдохновение. Очень приятно. Даже, знаете, есть люди, которые отправляют большие суммы, не будем их озвучивать, а есть буквально там 50, 100. И вы знаете, очень приятно, но очень хотелось, чтобы вы еще в комментариях прописывали какие-то, возможно, пожелания или какие-то свои вопросы, чтобы мы вам отвечали в наших видео. Друзья, а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.